Всем привет! Меня зовут Лиза Глинская. Я кондитер и автор книг о кондитерском искусстве. Мир не стоит на месте, времена меняются, и мы все реже готовим пасхи дома. Скорее всего, покупаем. Но с какой же радостью мы ждем того момента, когда вся семья соберется за праздничным столом. Друзья, очень важно сохранить пасхальные традиции. И какой же радостью будет для наших бабушек и дедушек, если рецепты их пасок и традиции будут передаваться из поколения в поколение. Именно поэтому Розетка создала проект «Бабусина Пасха», который поможет сохранить эти традиции. Если вам повезло и у вас есть бабушки и дедушки, обязательно позвоните им и расспросите о том, как они праздновали этот праздник, ну и о рецептах пасочек. В рамках флешмоба «Розетка» каждый может поделиться рецептом пасхи с хэштегом «Бабусина Пасха» для того, чтобы сохранить семейный рецепт для следующих поколений. Сегодня я поделюсь с вами рецептом с историей 73-летней Оксаны Владимировны. Этот рецепт достался ей от мамы, а ее маме от бабушки. Представьте себе, этому рецепту более 100 лет. Это рецепт традиционной львовской пасхи. Начнем мы приготовление с опары. Для нее нам понадобится 300 мл молока, 200 граммов муки, 50 граммов сахара и 50 граммов свежих прессованных дрожжей. Молоко должно быть комнатной температуры, ну или слегка теплое. Температура не более 40 градусов, иначе дрожжи просто погибнут. Отправляем молоко в миску. Сюда же сахар и свежие прессованные дрожжи. Перемешиваем. Так. Дрожжи должны разойтись в молоке. И мука. Муку обязательно через сито для того, чтобы насытить ее кислородом. Просеиваем муку и перемешиваем. Берем пищевую пленку и накрываем нашу опару. Так. Отставляем в теплое место без сквозняков приблизительно на 1 час, для того, чтобы опара хорошо подошла, увеличилась в объеме, выросла. Для меня самое уютное место для опары – это духовка, не включенная, конечно. Так. Наша опара простояла час, а пока опара поднималась, я подготовила все ингредиенты для теста. 700 граммов муки, 150 граммов яйца, 2 желтка, 130 граммов сливочного масла, 120 граммов сахара, 30 миллилитров растительного масла, 20 миллилитров водки, 3 грамма соли и цедра 1 лимона. Итак, берем миску небольшую, в нее отправляем яйца. Средний вес одного яйца это 50 граммов, из них 30 граммов белок и 20 граммов желток. Конечно, всегда лучше делать все по весам, но думаю, что наши мамы и бабушки, конечно же, пользовались иногда так часто на глаз или там на 1 палец, на 2 пальца, полкулака. Так, ну у меня есть весы, и я воспользовалась весами. 2 желтка, сахар. Перемешиваем. Взбивать ничего не нужно, просто хорошенько перемешать. Сюда же отправляем водку. Для чего вообще нужна водка? Она прекрасно разрыхляет тесто, сделает выпечку такой, ну просто пушинка, воздушной, с такими красивыми порами внутри. Так, водка. Оксана Владимировна дала рецептуру, и в ней присутствовал лимон, но думаю, что, наверное, у мамы и у бабушки лимонов тогда, скорее всего, не было, но сейчас мы делаем по ее рецепту и лимон добавляем, он действительно дает такой аромат и вкус, так что я добавляю лимон. Соль отправляем к муке. И растительное масло соединяем со сливочным. Сливочное масло должно быть мягким, комнатной температуры. Я разрезаю его в такие небольшие кусочки.
Жирность 82% использую. Так, и сюда же добавляю растительное масло, то есть вот тут масла у меня все вместе. Сегодня сохраню традицию, возьму большую миску и сделаю замес руками, так как это делали наши бабушки и мамы. Мука обязательно через сито. Делаем в центре углубление и отправляем сюда опару. Яйца с сахаром, лимонная цедра. Замешиваем тесто. Соединяем все ингредиенты и вымешиваем. Изначально тесто будет подлипать так к рукам, но вы муку не добавляйте, не забивайте тесто. Как только вся мука увлажнилась, перекладываем тесто на стол, вымешиваем. Тесто должно стать эластичным, отлипать от стола, но не за счет того, что вы добавите муку. Слегка размазывайте тесто по столу, вот видите, уже начинает отлипать, да? Теперь нам нужно тесто так, отбить. И вот так мы делаем на протяжении минут 10. Достаточно, смотрите, тесто эластичное, не липнет к рукам. Тесто готово. Я беру, можно взять большую миску, кастрюлю, я возьму контейнер, чтобы мое тесто никуда не сбежало. Так, растительное масло совсем чуть-чуть. Промазываем емкость растительным маслом, чтобы потом легко можно было достать тесто. Берем наше тесто, укладываем, накрываю крышкой и убираю этот контейнер в теплое место без сквозняков на 2 часа. 2 часа пролетели, посмотрите, какое шикарное тесто, как оно поднялось, супер. Так, и снова же я не использую муку и вам не рекомендую, берем растительное масло. Смазываем стол растительным маслом, ручки немножко так растительным маслом, перекладываем тесто. Такой шикарный рецепт мне попадается впервые. Так интересно, что нужно обратиться к нашим корням, и все у нас здесь есть. Не обязательно ехать куда-то, искать рецептуры за лесами, за горами. Просто нужно поспрашивать у своих бабушек и мам идеальные рецепты. Изюм. Я предварительно его несколько раз промыла под струей теплой воды. Делим тесто на 5 равных частей. У меня по 400-410 граммов приблизительно получается. Что мы делаем теперь? Частая проблема, верхушка трескается, разрывается. Как сделать так, чтобы верхушка была идеально гладкая и ровная? Смотрите, я подкатываю или вот так подкатывают. Это у меня бумажные формочки. Так. И то же самое проделываю с остальными кусочками. Перекладываю паски на противень и отставляю в теплое место без сквозняков приблизительно на 1 час. А пока пасочки будут подходить, мы сделаем декор из теста. Приготовим постное тесто для декора наших пасок. Для него нам понадобится 100 мл воды, 200-250 граммов муки. В процессе мы уже определим, сколько точно нам понадобится муки. Буквально 5 мл растительного масла, 1 грамм соли и 2 грамма сахара. Так, вода, растительное масло, соль, сахар,
Перемешиваем. Мука. Здесь уже сито не нужно. Так, и замешиваем тугое тесто. Так, высыпаем все это на стол. Вымешиваем мы на протяжении, наверное, 10, может 15 минут. Тесто должно стать очень плотным, тугим. Я вымешивала около 10 минут. Тесто такое мягкое, эластичное, шикарное тесто. Отрезаем половиночку. Так. Раскатываем тесто. Мы его сейчас складываем на 4 части. Снова складываем. И вот так делаем раза 3-4 до 5. Вырезаем круги. И делаем розочки. Зубочистка. Накручиваем вот так на зубочистку. Берем следующий кусочек теста, чуть-чуть край вот так истончаем и накручиваем. Оп. Так, можем формировать лепесточки. Так. Кстати, Оксана Владимировна профессиональный повар и всю жизнь проработала в кафе и столовых, знает, наверное, тысячи рецептов, но, как ни странно, рецепт вот этих пасок она не знала буквально до этого года, потому как он был утерян, и вот только в этом году, благодаря родственникам, ей удалось разыскать рецепт той самой маминой паски. Так что, скорее всего, в этом году она вместе с нами будет тоже готовить свои паски по маминому рецепту. На одну паску мне нужно 5 цветочков. Розочки готовы, теперь лепесточки. Наши пасочки простояли у меня 1:20, практически 1,5 часа. Отлично, все готово. Глазировка, 1 желток и буквально чайная ложка молока. Перемешиваем. Так, и перед выпечкой промазываем глазировкой наши пасочки тонким слоем глазировки. Так, садим розочки, но сначала рекомендую уложить лепесточки. Тесто еще подрастет, поэтому будет верхушка расширяться. Нужно это учитывать. Усаживайте лепесточки близко друг к дружке. Так, теперь розочки. Так. Готово. И снова глазировка. Тонким слоем промазываем слегка наши лепесточки. Все готово. Отправляем наши паски выпекаться при температуре 165 градусов приблизительно 30-35 минут. Готовность можно проверять деревянной шпажкой. Наши шикарные пасочки провели в духовке 35 минут. Посмотрите, какая красота! А нам нужно дождаться, пока пасочки остынут. Друзья, желаю вам светлой Пасхи и вкусных пасочек.
А я напоминаю, что в этом году Розетка призывает всех делиться рецептами семейных пасок в рамках флешмоба «Бабусина Пасха».